В таком месте мне ночевать еще не доводилось. Смотрите, вот это, видите, там такое окошечко, не окошечко, а площадочка. Это вертолетная площадка. А чтобы вы не сомневались в этом, вот там даже есть какой-то заправочный пункт или что со шлангом. Вот, а здесь закуточек, классно, но я сейчас разлаживаться не буду, я дождусь такой темноты, а потом буду разлаживаться. Так, теперь смотрите, сегодня 6-й день со старта моего, как бы уже получается 4-го этапа, вот, и осталось тут до Гроссета километров 9 вместе, включая и сам Гроссета, до центра Гроссета. Вот, я прошел порядка 180 километров за 6 дней. Сегодня чуть меньше 30-ки, но это только потому, что мне понравилось это место, вертолетная площадка, прикольно. Вот, потратил за 6 дней порядка 32 где-то евро. Последние 3 дня так нормально поиздержался. Но очень мало фруктов, кроме винограда, пожалуй, больше ничего. Пару мандаринок и один абрикосик, пару яблок, которые такие типа мармеладовые, очень вяжущие такие. Вчера был интересный день, вчера спас голубя, когда шел по органику, и вот уже поругался с органиком, свернул, шел вдоль вот этой сетки, вдоль заказника, видео там есть маленькое, и прям в сетке, большая такая сетка рябится с большими дырками, прям в этой большой дырке голубь пузом туда залез вместе с клювом и сидел бедолага. Видео не снял этого момента, думал, как ему помочь. Руками пытался что-то как-то, он мягенький такой, он начинает трепыхаться, стрёмно было. Я взял камешком легонько голубя подтолкнул, голубь сразу быстренько и улетел. В общем, пока я подумал, не мешало бы это снять, то голубь был уже далеко. Но почему я про это рассказываю? Потому что этот голубь мне теперь, наверное, часто будет приходить в голову. Вот эта картина, когда он торчит в этой сетке вместе с клювом, застряло в голове, да, поэтому такое. Дальше было еще веселее. Я пришел в этот Альбини, да, ночевал в Альбини, и выбрал себе такое место, ресторанчик. Смотрю, он не работает вроде, но в закутке таком хорошая такая крыша там есть, типа беседочка, стол, там все как положено. Думаю, так, вот это поставлю сюда, вот это против ветра здесь, все, улегся красиво. А потом часов 6 кто-то пришел. Я посмотрел, на меня вообще внимания никто не обращает. Думаю, ну ладно, посовкаются, да пойдут. И удивился, когда приехали карабинеры. Вот, карабинеры очень тщательно, очень долго меня проверяли, там в паспорте что-то принесли, компьютер, по компьютеру что-то пробивали, шенгены смотрели, задавали много вопросов. Но по итогу угостили даже меня бутербродами. Там хозяйка долго даже как-то извинялась. Я говорю, да могли бы сказать, я бы и сам ушел, а вы же молчите, ничего не говорите. Сразу вызвали полицию, ничего не говоря. Красавцы. Ну, накормили, честь им за это и хвала. И единственное, что 2 пары носков, которые были постираны, я их так развесил, я их там благополучно и оставил. Ну, решил не возвращаться. Ну, ночь получилась, не бывает худа без добра, все к лучшему. Там рядом была стройка, я долго к ней присматривался, когда уже ушел с ресторана. Нашел такую хорошую лазейку, подождал, пока никто не смотрит, туда шмыгнул, а там просто куча пенопласта. Просто, ребят, не знаю, можно хороший дом утеплить этим пенопластом. Ну и я, конечно, воспользовался любезным предложением. В куче пенопласта, на пенопласте поспал. В общем, было супер. Это одна из самых теплых ночей за весь поход. Что запомнилось в этом походе? Вот на Гроссета очень сильный ветер практически каждый день. Иногда больше, иногда меньше, иногда сильнее, иногда слабее, но он был каждый день. Сегодня был целый день. Сегодня спасали от наушники, много слушал музыки. Наушники работают вместо шапки. Заодно слушал музыку. Сегодня получился очень спокойный, хороший денечек. Не спеша, свои 25 или 28, сколько тут получилось, накрутил. Все, сейчас отдыхаю. Завтра с утра смотрю Гроссета и еду в Неаполь.